Друзья, всем привет! Пока у нас на повестке дня хайпует iOS 26, и как многие считают, что HyperOS также станет 26, разработчики выпускают свежие обновления HyperOS, которые исправляют известные проблемы, но также, возможно, что-то новое добавляют. И потому давайте в этом видео ознакомимся, чего же ожидать от новых обновлений. Потому присаживайтесь поудобнее, и мы с вами начинаем. Новые обновления начали приходить как на актуальный ряд смартфонов от 2025 года, а также на аппараты 2024 года тоже прилетают свежие прошивки. Мы с вами все так же находимся в рамках 2.0.100 прошивок и, соответственно, разработчики вот в первых обновлениях дали нам все те фишки, о которых они там рассказывали, которые они хотели внедрить, и вот все последующие обновления это больше идут как фиксы. Ну, на примере данного смартфона обновление весило почти 750 или же 800 мегабайтов, оно весило. И эта цифра позволяет нам понять, что что-то новенькое стоит ожидать от прошивки. Но, друзья, хочу вам сказать следующее, что все обновления до какого-то там крупного 2.0.200.0 будут носить лишь только фиксовый характер. То есть не стоит ожидать, что у вас в аппарате появится, допустим, в том же разделе уведомления строка состояния, ползунок или же подразделчик, в котором мы сможем с вами настраивать количество иконок в строке состояния. Да, я об этом уже рассказывал как на примере китайской прошивки, так и на примере прошивки под управлением Android 16. Также не стоит ожидать и в разделе блокировка экрана возможность, которая будет позволять нам с вами настраивать ярлыки на экране блокировки. И да, скорее всего, также эта вся история у нас добавится в будущих обновлениях. Но по временным каким-то промежуткам, понятное дело, вас я особо сориентировать не смогу. Дальше, что у нас еще из такого интересного? Ну, наверное, это оптимизация быстродействия вас будет интересовать. Возможно, в рабочем столе добавляются какие-то новые фишки, но, к сожалению, увы и ах, также тут ничего не стоит такого ожидать. Хотя, знаете, я ожидаю от будущих обновлений компании Xiaomi, что наконец-то они добавят третий стиль расположения объектов в недавних. Все так же я искренне в это надеюсь, ведь не просто так компания там когда-то опубликовала опросы, ведь не просто так они собирали статистику того, что необходимо людям в плане пользования. И в принципе-то это возможно они оставили на будущее обновление. Что же касается там HyperOS 3 или HyperOS там 26, это скорее всего тема для отдельного видеоролика, но рискну предположить, что в следующем крупном обновлении от компании Xiaomi это стоит ожидать. Дальше, что еще по настройкам, в принципе-то это и все. Я лично ожидал от персонализации, возможно, чего-то нового, ожидал от батареи чего-то нового, но все остается по-старому. Да, возможно, кого-то заинтересует, что же там у нас по батарее. Вот защита, к примеру, это, я думаю, вас больше всего интересует. Зарядить полностью проявляется на постоянной основе, что очень замечательно. Циклы работают. Ну и, в принципе, история очень-таки интересная. Касательно автономной работы. Данная прошивка на этом устройстве будет стоять, какое-то время, назовем это так, потому что этот смартфон я вчера заблокировал в плане загрузчика, настроил и отдал жене. И то есть это устройство пока что не будет использоваться, назовем это так, в плане пердолинга. И что же касается автономности, вот вчера, пока я его настраивал, чуть-чуть поиспользовал, и плюс жена уже, конечно же, поиспользовала это устройство, и могу вам сказать следующее, что HyperOS 2.0.100 имеет также проблемы с разрядом. Это может быть проблема саморазряда в режиме простоя, когда он у вас тупо лежит и за ночь может там улететь до 7% батареи, что не есть нормально. Вообще за ночь, так более-менее или же даже приемлемо, сколько может улетать, это до 3%. Это означает, что в принципе все у вас отлично и запариваться по этому моменту не стоит. Но когда у вас улетает больше 5%, тут уже стоит задуматься. Потому там нужно выполнять всевозможные оптимизации и прочее, но опять же, давайте скажем честно, что оно вам прям супер большого профита не даст, но какие-то там маленькие процентики все же сможет вам сэкономить и продержать автономность вашего устройства. По всем оставшимся разделам, как вы понимаете, ничего нового разработчики не добавляют. И потому все остальное нам с вами необходимо устанавливать вручную.
Получается, нам с вами необходимо обновить приложение темы и актуальную версию на это приложение. И хочу также повториться, потому что в комментариях пишут, что это за такие обновления, я лучше дождусь, пока оно прилетит. Несомненно, вы можете дожидаться, но там как бы временной промежуток этого всего добра может составлять месяц, 2, 3, полгода, ну и так далее. И эти все обновления, понятное дело, являются официальными от разработчиков. И получается, версия у нас 2.9.1.3 Global. Ну, если мы в нее зайдем, сверх чего-то нового, понятное дело, мы с вами тут не увидим. Но если мы с вами скачаем Activity Launcher, если мы с вами дождемся, пока у нас все прогрузится, и вверху введем, допустим, по-английски pets, то есть это у нас как питомцы, мы с вами получаем в разделе темы один такой подраздел, на который нажимаем, и после чего нас перекинет на раздел под названием Pets List Activity. За последнее время об этом уже многие рассказали, понятное дело, я, возможно, уже в самом таком завершающем этом всем поезде или вагоне еду, но также от себя вам продемонстрирую данную опцию и нажимаем запуск действия. После чего нам с вами открывается раздел AI питомцы. Видел в комментариях и в принципе многие в чате писали, что это больше такая детская игрушка. Мы можем себе поставить, к примеру, регион Индонезия, нам откроются другие питомцы, но опять же эти питомцы, те, которые в виджетах, они немножко отличаются тем, что те, которые у вас в разделе виджеты, это по умолчанию предустановленной компанией, а вот эти AI питомцы вы можете создать на примере своего какого-то животного. И дальше вы нажимаете «Мои питомцы» на плюсик, и после чего выбираете любую фотографию, там кошечки, собачки, птички, ну и прочей живности, которая у вас есть. Есть еще такой момент тут интересный, что сервера очень нагружены желающими и в принципе как бы тем, что многие побежали подавать запросы на том, чтобы им прошла генерация фотографий, после чего перенести на рабочий стол, потому стоит подождать, когда весь ажиотаж спадет и вы сможете создать именно анимированную картинку своего питомца. Опять же, не могу сказать, что это для детей, что это какой-то тамагочек, в принципе, прикольно, почему бы и нет, если вы любите своего котика-собачку, то, как говорится, why not такое не поставить. И это лишь только одна такая фишка за последнее время, которая проявилась. Еще по данной прошивке могу отметить такой момент, что обновляются стоковые приложения. Также вы можете заметить, что поменялся у нас ярлык приложения камера, то есть он без красной точки, но опять же версия 5.4, не 6.0, которая также будет в будущих обновлениях, и рискну предположить, что версия 6.0 появится еще именно в рамках HyperOS 2. И да, я как бы объяснял, почему HyperOS 2.1, HyperOS 2.2, но при этом основная база у нас HyperOS 2. Кому интересно, в описании оставлю ссылку на пост, в котором постарался максимально изъяснить свою точку зрения. Ну и что же, подведем итог этим обновлениям. Как вы заметили, что обновления, которые сейчас выходят, они больше фиксового характера. Не стоит ожидать, что ваше устройство будет снимать 8К 60 FPS, не стоит ожидать, что у вас добавится там 2К разрешения в экране, не стоит ожидать, что у вас добавится куча всевозможных новых фишек, которые еще не анонсированы, понятное дело. То есть на сегодняшний день это лишь только фиксы известных проблем, о которых пользователи сообщают. Вы также можете в этом всем поучаствовать с помощью раздела «Обратная связь», или же сервисе «Обратная связь». Туда отправляете все возможные найденные вами проблемы, описываете их, и, возможно, разработчики в будущих обновлениях это исправят. Но если о чем-то забыл упомянуть или остались какие-то вопросы, смело пишите об этом в комментарии, там мы с вами и пообщаемся. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч.